Привет, друзья! Меня зовут Юра, вы на канале Шакаяма, и мы сегодня не будем ничего ни готовить, ни обозревать. Мы сегодня с вами поговорим про одно из исторических, наверное, не одно, а просто историческое событие, которое произошло в Москве буквально позавчера, 14 октября. В Москве в концертном зале «Зарядье» были вручены звезды Мишлен. Были объявлены результаты их инспекций по московским ресторанам. В итоге в гид попали 69 ресторанов, и 7 ресторанов получили по одной звезде, а 2 ресторана Москвы удостоились 2 звезд Мишлен. И да, смотрите обязательно до конца. В конце будет подборочка из мемасиков, которые уже начали блуждать по сети интернет в связи с приходом гида Мишлен в Москву. Краткий экскурс в историю. Гид Мишлен был основан в 1900 году Андре Мишленом, директором и владельцем компании Мишлен, которая производила и производит по нынешний день шины для автомобилей. И вообще изначально этот гид представлял из себя путеводитель по дорогам Франции, где отмечались интересные для автомобилистов места. Вообще в гид попадают рестораны как в рекомендации гида, да, также им и присваиваются звезды. Звезды не просто так падают с небес. У каждой звезды есть свой критерий присвоения. То есть, например, одна звезда присваивается ресторану с хорошей кухней, лучшей в своем сегменте. Имеется в виду направление кулинарии. 2 звезды говорят об изумительной кухне и о том, что этот ресторан достоин небольшого изменения в вашем маршруте. И 3 звезды присваиваются ресторану, где исключительная работа шефа, и этот ресторан достоин даже отдельного путешествия. В Москве 3 звезды не получил ни один ресторан. Это, в принципе, нормально, потому что гид только пришел, и даже наличие 2 ресторанов с 2 звездами – это уже большой прорыв вперед. Вообще, критерий присвоения звезд — это коммерческая тайна Мишлен, и никто никогда не знает, за что дают ресторанам звезды. Единственное, что известно точно, что звезды присваиваются за кухню. То есть никакой сервис, никакая локация и фешенебельный интерьер не дают вам звезды при условии, что кухня посредственная. И в то же время абсолютно наоборот существуют примеры, когда обычные уличные ларьки, где женщина получила звезду, готовя там одно блюдо всего. Просто это настолько вкусное блюдо, что инспекторы Мишлен присвоили этому ресторану звезду. Кстати говоря, Москва — это единственный пока первый город всего СНГ, в котором появился Мишлен. А Россия — это 33-я страна, где гид Мишлен, соответственно, работает. Звезды и рекомендации Мишлена присваиваются ежегодно. То есть это не та история, когда кто-то получил и все, и больше не получит никто. Это может из года в год переходить эта история, что в этом году не получили, можно получить в следующем. Особенно учитывая, что плюс-минус критерии понятны, и с каждым годом я уверен, что количество ресторанов московских, отмеченных гидом, будет только расти, вряд ли будет уменьшаться. Кстати говоря, в этом году произошли очень интересные такие события, просто казусные моменты, которые очень меня повеселили, по крайней мере. Есть рестораны, которые были отмечены гидом, были рекомендованы, и также рестораны, получившие звезду. Так вот, как мы все знаем, звезды получают, естественно, рестораны, но присваивается она шеф-повару. Просто потому, что оценивается еда в ресторане, ничто больше, да. И поэтому, естественно, что владельцем звезды является шеф-повар. Если шеф-повар уходит в другой ресторан, он звезду может забрать с собой, да. И это, в принципе, логично, потому что готовит и оценивается, естественно, шеф-повар. Так вот, есть рестораны, попавшие в гид, такие как, например, московский ресторан «Лаки Закая», где шеф-поваром был на момент инспекции один человек, Никита, да, а в итоге совершенно другой, который заступил на позицию шефа там буквально за месяц
до присвоения звезд. И это реально как бы очень смешная ситуация. То же самое произошло с рестораном «Сахалин», московским, опять же, да, который получил звезду. И шеф-поваром на момент инспекции был шеф-повар Виталий Истомин. Он ушел вообще из холдинга. И в итоге получил звезду шеф-повар, который по сути не шеф-повар. Это просто суши-шеф и человек, умеющий разделывать сырую рыбу. И, по моему мнению, это как-то немного странно. То есть, как вот вы считаете? Обязательно напишите в комментариях свое мнение. Считаете ли вы это странным или, по-вашему, это вполне нормально, что один человек сделал полностью ресторан, поставил кухню, а другой пришел за неделю до вручения звезд и получил звезду? По мне, это не особо нормально. А что же дает ресторану получение вот этих 2 звезд? В Москве ресторан Twins Garden получил 2 звезды Мишлен. И как заявляли сами владельцы этого ресторана, братья шеф-повара, как только им вручили звезду, практически через какой-то короткий промежуток времени их сайт просто лег из-за того, что в секунду 380 тысяч человек пытались забронировать там стол. И то же самое произошло с телефоном, который им просто обрывали. И вот мне интересно, получится ли у нас с вами сейчас позвонить в Twins Garden и забронировать там столик? Я предлагаю попробовать это сделать прямо сейчас, пока они еще работают, и у нас есть такой шанс. Вот, мы, видите, нашли Twins Garden. Давайте туда позвоним. Тут 2 телефона. Интересно, ответит ли нам сейчас сразу? Здравствуйте, это ресторан авторской кухни Twins Garden. Мы рады вашему звонку. Пожалуйста, Добрый вечер, ресторан Twins Garden, Анастасия. Да, Анастасия, здравствуйте. А подскажите, хотел бы столик у вас забронировать? Да. На какое число? Вот я хотел у вас узнать. Так, а сколько у вас будет человек? Подскажите количество гостей, да, и время. 4, и я думаю, что где-нибудь часа на 4 дня вот так вот мы бы хотели. Сейчас я посмотрю свободные ближайшие 1 минуту. Вот, можно 25. Вы предложите в 16:00, стол на 2,5 часа будет с размещением. Давайте. Это понедельник. Давайте. Ожидаем вас 25 октября в 16:30, стол на 4 с размещением будет на 2,5 часа до 7 вечера. Также напоминаю, что у нас здесь дресс-код. Пожалуйста, не в спортивном резерве, держите 15 минут. Будем ожидать вас. Спасибо. До свидания. Специально я выбрал время 4 часа дня, потому что это не час пик. И даже на это время, которое, в принципе, считается в ресторанах самым тухлым, когда нету гостей, особенно нам дали понедельник. То есть ближе, чем понедельник, через 9 дней, даже на самое непроходимое время, все равно стол не забронировать. Я себе даже боюсь представить, а если бронировать на ужин, то там, скорее всего, недели на 2 все уже расписано. Так что, в принципе, 2 звезды Мишлен. Я не знаю, как было у них до этого. Может быть, там и так была все время полная посадка, хотя я в этом немного сомневаюсь. Но все равно, мне кажется, что такая разбронированность ресторана очень неплохой показатель. Посмотрим, когда мы туда сходим вместе с вами, что же все-таки там такого, что гид им дал целых 2 звезды. Прежде всего, безусловно, получение звезды — это для ресторана некий такой толчок вперед. Все-таки некое признание мировой общественности того, чем занимается ресторан. Но в то же время это несет за собой ответственность. То есть эту звезду можно легко потерять. В истории известны случаи, когда шеф-повара, работающие много лет на свое имя и на этот рейтинг, получая в итоге 3 звезды, так как мы знаем, что гид проходит ежегодно, да, вручение звезд, то они кончали жизнь самоубийством, когда у них эти звезды забирали. Или даже когда просто шли слухи о том, что у ресторана могут забрать звезду, это тоже двигало шеф-поваров на своды счетов с жизнью. Итак, как в принципе и ожидалось, все топовые рестораны Москвы получили звезды. Ресторан Селфи, Белуга, Гранд Крю, White Rabbit, Сахалин и Сало.
Ну, и среди них затесался один ресторан Biology, в принципе, ну, мне абсолютно неизвестный, я не знаю, кто там и как этот ресторан туда, в этот гид пробил, но мне кажется, что здесь не обошлось без коррупционных схем. Но я не берусь утверждать. Также мне не очень понятно появление ресторана Grand Cru в этом рейтинге, да, потому что, ну, реально ресторан очень хорошего шеф-повара, но сам по себе уже не пользуется абсолютно никакой ни интересом, ни популярностью среди гостей. Мне кажется, туда ходят только реально постоянники, там не меняется ничего, и, ну, у меня вот даже проходя мимо, туда желания не возникает зайти, когда вот вы идете мимо ресторана и видите пустеющие залы грустящих официантов, я думаю, ни у кого не возникает желания в этот ресторан зайти. И вот лично для меня было немного непонятно попадание этого ресторана в рейтинг, и особенно присвоение ему звезды. Хотя гид Мишлен считается максимально некоррумпированной организацией, и в принципе нет причины этому не доверять. Но посмотрев на списки получивших звезды, да, есть причина все-таки усомниться в отсутствии коррупции. Но я не берусь ничего утверждать. Абсолютно, это просто мои мысли, мое мнение. Если кто-то с ним не согласен и считает по-другому, для вас есть комментарии ниже. Пожалуйста, оставляйте там их. Я с удовольствием почитаю и поделюсь с вами своим же мнением на ваше мнение. И, кстати, посмотрим, как за следующий год, за 22-й, те рестораны, которые удостоились звезд, останутся ли они в рейтинге или, может быть, их оттуда попрут. Это будет очень интересно, мне так кажется, посмотреть. Да и вообще, как изменится ресторанная жизнь Москвы с приходом гида Мишлен. Если, ладно, он пришел к нам в 2020 году, но это было просто некая новостная повестка, что пришел гид. А сейчас этот гид уже обозначился. Есть рестораны, которые он заметил. Не уверен я, что они ходили по всем ресторанам Москвы. Скорее всего, им дали какой-то чек-лист, по которому нужно пробежаться. Очень много хороших ресторанов, которые вообще не были упомянуты. И в то же время есть посредственные рестораны, которых все же упомянули, да, в гиде. И как-то вот у меня это не очень складывается в моем восприятии этого мира. Ну, в то же время я хочу поздравить тех шеф-поваров, которые удостоились чести быть либо отмеченными гидами, либо даже звезды получили. Это плод очень большой командной работы, и несмотря на то, что отмечает гид все же работу шефа, но шеф сам по себе не способен сделать абсолютно ничего. То есть это все, что попробовал гид, и эти инспекторы готовили лично повара. На этом я предлагаю пока закончить обсуждение гида и вообще ресторанных новостей. Следите за нами, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, обязательно нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал. У нас будет скоро много-много всего интересного. Все.